Салют! Это Нюберг, вы на моем канале, и это возвращение рубрики «Легенды». Я переехал в Москву, поменял команду, и если вы смотрите этот ролик, значит процесс производства новых видео налаживается. В этой рубрике я рассказываю вам выдающиеся истории жизни, и сегодня я буду говорить о великом вокалисте, кумире целого поколения, но прежде всего о человеке, Честере Беннингтоне из группы Linkin Park. Каким был его путь, что мешало ему по дороге к славе и почему он внезапно ушел из жизни, когда казалось, что уже все несчастья позади. Поставьте лайк этому видео и сделайте все, что в ваших силах для его продвижения. Уверяю, оно стоит того. Поехали! Честер Беннингтон родился в 1976 году на юго-западе Америки в городе Финикс, штат Аризона. Мама – медсестра, отец – детектив полиции. С самого начала это была классическая история рано сломанной судьбы. Родители развелись, когда ему было 11, но проблемы, по словам самого Честера, начались гораздо раньше. Меня начали развращать, когда мне было лет 7-8. Это был мой друг на несколько лет старше меня. Все переросло в полноценное, безумное насилие. Меня избивали и заставляли делать вещи, совершать которые не было никакого желания. Я замкнулся. Он признавался, что ему, как и любой жертве насилия, было страшно кому-то рассказать о том, что с ним происходило. Он боялся непонимания и издевательств. Все это продолжалось 6 долгих лет, пока ему не исполнилось 13. Еще одна цитата о том периоде. «Это было ужасное время. Я ненавидел свою семью. Я чувствовал себя брошенным, и мне даже некого было попросить о помощи. Моим единственным желанием было убить их всех и сбежать». После развода родителей Честер остался жить с отцом, который вечно пропадал на работе. Мальчик остался предоставленным самим себе, и чтобы спрятаться от реальности, в которой с ним происходили жуткие вещи, у него было два пути. Первый – это мир музыки, чарующий, сильный, яркой. Он постоянно слушал Lava Boy, Foreigner, Stone Temple Pilots, Rush и Depeche Mode. Один из этих коллективов еще сыграет свою роль в его истории, но сильно потом. А пока он слушал голоса своих кумиров и сам изливал свою боль и отчаяние, сочиняя первые песни. Он собирает группу под названием Grey Days – «Серый туман», при этом очень созвучная с Grey Days – «Серые дни». Группа становится для него отдушиной, наполняет смыслом его существования и придает ему сил. Он находит друзей, рядом с которыми не чувствует себя одиноким, и решает полностью посвятить себя музыке. Ради этого бросает учебу. Но был и второй путь – сбежать от реальности. Алкоголь и наркотики. Честер использовал оба пути на максимум. Я перепробовал все. К 16 годам я употребил тонну ЛСД и выпил бездну бухла. Я подсел очень быстро. В обычный день мы с друзьями брали по 3 грамма амфетамина, я делал себе с ним самокрутки. Тогда это казалось смешным. Мы курили опиум, чтобы отойти, глотали колеса, и я напивался до потери сознания. Потом было очень плохо. Юный Честер понимает, что это дно, и предпринимает отчаянную попытку все изменить. Он приезжает к своей маме. Она, увидев на пороге дома тощего растрепанного торчка, сажает его под домашний арест. Начинаются ломки, истерики, срывы. Уходят тяжелые наркотики, но Честер продолжает употреблять марихуану и много пить. Очень много пить. Но усилия мамы не проходят бесследно. Вместо того, чтобы закончить свою жизнь смертью в канаве от передоза, Честер плавно начинает выправляться. Находит работу и записывает вместе с Grey Days 2 демо-альбома, а также первый полноценный лонгплей «Wake Me». Тут волей-неволей напрашиваются параллели с другим героем рубрики «Легенды» Куртом Кобейном. Тот тоже в юности пытался выкричать, выплюнуть в микрофон всю боль, что в нем накопилось. Grey Days была локально известной группой. Они выступали, записывались, но не могли стать чем-то большим. Во многом из-за постоянных дрязг внутри коллектива. В 20 лет Честер Беннингтон впервые становится отцом. Девушка по имени Элка Брент рожает мальчика, который получит имя Джейми. Вот как он выглядит сейчас. И мне не по себе от мысли, что мы с ним ровесники. Рождение первого, а через год и второго ребенка практически ничего не меняет ни в жизни, ни в поведении Честера. Возвращение в социум дается ему нелегко. Как вы помните, учебу он бросил, поэтому будущая звезда работает в Бургер Кинге и ездит на работу на скейтборде, ведь у него нет денег даже на велосипед. И там он встречает свою будущую жену, Саманту.
Понятно, что у продавца бургеров со скейтбордом под мышкой не было денег на свадьбу. Молодожены не могли себе позволить даже самые простые кольца, поэтому пошли и сделали татуировки в виде обручальных колец на безымянных пальцах. Чтобы кормить семью, Честер идет учиться на курсы по недвижимости в университет Аризоны. Несмотря на свою бесшабашность и уже имеющихся внебрачных детей, он проживет 5 лет в браке, прежде чем родится его сын Дрейвен Беннингтон. Но перед этим его жизнь кардинально изменится. А всему виной вот эти ребята. Майк, Брэд, Джо, Дэйв, Роб и Марк. Они жили в Агура-Хиллз, крохотном городке населением в 20 тысяч человек. Но если мы хотим, чтобы это звучало красиво, то все-таки это был округ Лос-Анджелес, Калифорния. Парни тоже мечтали стать музыкантами и собрали группу, которая называлась Super Xero. Претенциозное слово «супер» быстро отвалилось, потому что ребята, мягко говоря, звезд с неба не хватали. Вокалист Марк Уэйкфилд решил, что у группы нет будущего, и свалил. Как я и говорил, Grey Days не были известной группой, но внутри музыкального сообщества про них знали. Там вообще все про всех знают. И первый продюсер Xero, Джефф Блу, не придумал ничего умнее, чем позвонить вокалисту малоизвестной постгранж-группы, живущему в другом городе, в день его рождения, чтобы позвать его петь в группе, у которой не было буквально ничего. Свои несколько чахлых демок ребята записывали буквально у Майка в спальне. Но они нашли друг друга. Ведь Честер Беннингтон, на тот момент работающий и женатый, согласился. Прямо в разгар празднования своего 23-летия он отлучился и чуть ли не в шкафу записал вокал в демо и включил им эту демо буквально через телефон. Ребята обалдели и сказали ему: «Приезжай». И он поехал. За 700 километров в другой город к левым чувакам, которые писались в спальне. Честеру было негде жить, негде ночевать, и он оставался спать у участников группы. Плюс надо понимать, кем были остальные ребята. Это были приличные мальчики, все имели высшее образование. Вот как Майк Шинода вспоминал их первую встречу с Честером. Я подумать не мог, что он такой маленький. Он был тощий, в очках, в ужасной рубашке из 70-х, которая болталась на нем, как на вешалке. Он выглядел как разодетый фраер из аризонского ночного клуба, но его голос на демо был бесподобным. Он пел, как дикий зверь. Короче, им трудно было найти точки соприкосновения. Слишком разная история была за плечами. Плюс чужой город, где Беннингтон был практически бездомным, увеличивал пропасть между ними. Его слова про тот период. Я представлял собой жалкое зрелище. Единственная вещь, которая держала меня на плаву, было осознание того, что мы делаем нечто особенное. Я был уверен в этом. С приходом нового вокалиста группа сперва меняет название на Hybrid Theory, записывает одноименный EP, но потом, из-за проблем с авторскими правами, меняет название на Линкольн Парк. Эту идею предложил Честер, потому что именно через парк Линкольна он чаще всего добирался до студии, где они с парнями записывали свои демо. И тут очень показательный момент. Название всем понравилось, но домен lincolnpark.com уже был занят. И поэтому они исковеркали название, превратив его в Linkin Park. Вдумайтесь в это. 90-е годы. А парни уже понимают, что уникальное имя и собственный домен в интернете — это важно. Очень многие современные артисты коверкают слова ради того, чтобы их псевдонимы гуглились. Но Шинода и компания сделали это больше 20 лет назад. Молодую группу подписывает лейбл Warner Brothers, предоставляет деньги на запись альбома и берется его раскручивать. Альбом получает то самое название, которое так парням полюбилось — Hybrid Theory. И этот альбом производит эффект разорвавшейся бомбы. 30 миллионов проданных копий. Премия Грэмми, премия MTV за лучший клип, чарты. И это дебютный альбом ботаников западного побережья, о которых еще год назад никто ничего не знал. Именно в этом альбоме были такие хиты, как Paper Cut, Crawling и In the End. Я так старался и зашел так далеко. Но в конце концов, это больше не важно. Мне пришлось упасть, и я потерял все. Но в конце концов, это больше не важно.
Надо сказать, что первый контракт для любой, даже самой перспективной группы — это каторга. И условия были скотскими. За первый год на лейбле Warner Linkin Park отыграли 320 концертов. 320 за год. Это ты просыпаешься, спотыкаясь, бредешь на саундчек, перекусываешь холодным сэндвичем, ждешь, выступаешь, уходишь в трейлер, спишь 4 часа, просыпаешься в новом городе и снова бредешь на саундчек. И так год. Без опыта, без четкого понимания всех процессов, собирая все косяки и шишки. Ездить в туры — это отдельное искусство, сродни тому, чтобы писать альбомы. Этому нужно научиться. А еще напоминаю, что у Честера, мягко говоря, не ангельский характер. Стрессы, переутомление и внезапно свалившаяся популярность делают его еще хуже. Он снова пьет и употребляет наркотики. Несколько раз за год его госпитализируют. Он невыносим. С другой стороны, все понимают, не будет Честера, парни могут возвращаться в Агура Хиллз к Майку в спальню. Весь оглушительный успех Linkin Park — это заслуга их фронтмена. Но популярность, надрывный голос в песнях и симпатичное лицо на плакатах — это только та часть, что видела публика. Внутри коллектива все иначе, там ты гораздо чаще видишь обдолбанного балбеса, который своим поведением не просто раздражает, но еще и ставит под угрозу каждый следующий концерт. Обычно в группах либо никто не употребляет, либо употребляют все, иначе очень тяжело. Напряжение внутри ЛП вырастает настолько, что они отселяют Честера в отдельный трейлер, чтобы не наблюдать его выходки. В тур натурально едет 2 трейлера. В одном Беннингтон, который мог там дебоширить сколько душе угодно. Во втором вся остальная группа. Его товарищи, еще раз, приличные мальчики из солнечной Калифорнии. Они не разделяют его пороки. У них не было такой тяжелой судьбы. Короче, как коллектив не развалился в тот год — загадка. Через пару лет Linkin Park становится новым монстром в индустрии, их продажи бьют все рекорды. Параллельно у 26-летнего Беннингтона рождается сын — Дрейвен. Музыканты и лейбл тянут время. Во-первых, им нужно откатать еще несколько сотен концертов, чтобы заработать невероятные бабки и отбить вложения в альбом. Во-вторых, они понимают, что попали в яблочко своим первым релизом. Но есть одна штука, погубившая тысячи потенциально успешных групп. И называется она «Синдром второго альбома». Когда вдруг с первой попытки ты делаешь что-то успешное, востребованное, популярное, и при этом ты никогда не выпускал ничего другого, ты встаешь перед нелегким выбором. Продолжать копировать то, что уже один раз принесло тебе успех, через самоповторы. Или делать что-то новое, рискуя потерять то, что ты приобрел. Изначально Linkin Park планировали пойти по второму пути – экспериментировать. Но расчетливые люди с кассовым аппаратом вместо сердца не зря получали у Warner свою зарплату. Они понимали, что стиль Hybrid Theory еще не исчерпан. И чтобы группа продолжала свое восхождение, необходимо закрепить успех. Для этого сперва в 2002 выходит сборник Reanimation, состоящий из ремиксов на треки первого альбома, а в 2003 второй лонгплей Meteora, который сходу возглавил чарт Billboard, и снова хит на хите Faint, Breaking the Habit, Numb. Это уже зарождающееся величие. Каждый человек, который слышал этот альбом, верил и сопереживал Честеру Беннингтону, поющему эти строки. Я настолько оцепенел, что больше не чувствую, что ты здесь. Я так устал. Я стал понимать гораздо больше. Я становлюсь таким. И все, чего я хочу, это больше быть собой и меньше походить на тебя. Весь альбом посвящен поиску и обретению себя, что в дальнейшем выльется в коренной перелом в их истории. Дурман от пришедшей популярности прошел. Обязательства перед лейблом выполнены. Meteora, которая по сути была Hybrid Theory на стероидах, вышла. Linkin Park уже были сложившимися суперзвездами, и ни один лейбл не мог им запретить делать третий альбом таким, как им хочется. Они сменили продюсера. Вместо Дона Гилмора, работавшего над первыми 2 альбомами, появился самый влиятельный продюсер в мире — Рик Рубин. Вот этот бородатый дядька. Полный список его работ сейчас крутится справа от меня, но вот лишь несколько имен тех, кого он продюсировал до работы с Linkin Park.
Beastie Boys, Run DMC, Slayer, Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, AC/DC, System of a Down, Aerosmith, Limp Bizkit и Kanye West. То есть, вы понимаете, даже с учетом 2 сверхуспешных альбомов для парней было большой удачей поработать с этим титаном. И они пришли к нему с четким запросом на перемены. Рик Рубин им сказал: «Я хочу, чтобы вы забыли, как звучит Linkin Park, чтобы вы просто писали ту музыку, которая вам нравится». И под его руководством группа полностью меняет подход к работе над альбомом. Они разъезжаются по домам, и каждый работает над собственным проектом целую неделю. В конце недели они собираются вместе и показывают, что у них получилось. Если обычно музыканты стыдливо прятали наработки друг от друга, говоря, что это еще не готово, это слишком сыро, то тут хочешь, не хочешь, надо было показывать. И они все вместе дорабатывали все эти черновики. Для своего 3-го альбома Minutes to Midnight Linkin Park написали около 150 песен. В альбом вошло 12. Альбом не оправдал ожидания фанатов. Да, на нем были хиты, но это был не тот самый Linkin Park, к которому аудитория привыкла за 2 альбома. Возможно, если бы 2-й альбом вышел другим по стилю, фанаты приняли бы это легче. Но возможно, в таком случае мы бы вообще сейчас не знали ничего о группе Linkin Park. История не терпит сослагательного наклонения, но ЛП стали более роковыми. И это на сцене. А за ее пределами все было еще печальнее. В начале работы над альбомом Честер разводится со своей женой Самантой после 8 лет брака. Права на воспитание ребенка остаются у нее. Спустя полгода он женится на модели Playboy по имени Талинда Бентли. А спустя еще 2,5 месяца у них рождается ребенок. Уже 4-й сын Честера по имени Тайлер Ли Беннингтон. Честер перенаправил свою боль от развода сперва в алкоголь и наркотики, а потом в творчество. После выхода Minutes to Midnight он создает свой собственный музыкальный проект Dead by Sunrise, песни которого музыкант описывал так: «Это был всего лишь я со своей жалкой болью и куцами чувствами». Дальше был 4-й, 5-й, 6-й альбом. Я могу часами рассказывать о том, как менялся подход Linkin Park к записи, какая работа велась над звучанием, но все это история группы. Про Честера важно знать вот что. В 2006 году он пьяным чуть не погиб в аварии, взял себя в руки, оформил опеку над всеми своими детьми и постарался завязать с наркотой и бухлом. В браке с Талиндой родились еще 2 детей, Лила и Лили. Новые релизы уводили группу дальше и дальше от звучания тех самых Linkin Park времен Hybrid Theory и Meteora. Фанаты принимали это с трудом, но группа не хотела стоять на месте. Фанаты требовали New Metal, словно 2004 никогда не заканчивался. Группа хотела идти вперед и была гонима. И вот с этого момента начинается цепочка событий, которая убьет Честера Беннингтона. Помните любимые группы Честера, музыка которых заполняла всю его юность, позволяла пережить боль от унижений со стороны сверстников, развода родителей и ощущения себя лишним в этом мире? Одна из них называлась Stone Temple Pilots. Они распались еще в далеком 2003-м, когда выросший на их музыке Беннингтон уже выступал на стадионах со своими хитами. Причиной распада стала наркотическая зависимость и все сопутствующие проблемы фронтмена группы Скотта Вейланда. И вот, 10 лет спустя, в 2013-м, группа решает собраться заново и приглашает в качестве вокалиста Честера Беннингтона. Его любимая группа, на музыке которой он вырос, позвала его стать новым фронтменом. От такого не отказываются. Он сказал, что будет выкладываться на максимум и стараться совмещать работу в 2 коллективах, но неожиданно столкнулся с резкой критикой от своего кумира, Скотта Вейланда. Тот откровенно мочил Честера публично, говорил, что тот занял его место, обвинял группу в том, что они променяли его на Беннингтона. Честеру как фанату это причиняло большую боль. Он в принципе был неконфликтным человеком и испытывал гнетущее чувство вины. Вот как он комментировал эту ситуацию в интервью. Stone Temple Pilots были группой моего детства. Это большая честь для меня играть с ними. И сейчас я даже не смею думать о том, чтобы когда-нибудь заменить Скотта. Но все складывается как нельзя хуже. Скотт Вейланд, окончательно доконав свой организм наркотиками, умирает в 2015-м. Причина смерти – передозировка кокаином, амфетамином и алкоголем. Сколько бы Вейланд не выливал помоев на Честера, он был его кумиром, и тот винил себя в его смерти. Честер снова начинает пить, и не только пить, а также пытается покончить с собой, еще в 2015-м.
Вот он сам говорит об этом. There was a few times over the last couple of years where I was just like kind of like ready to throw in the towel and just kind of give up on everything. It was like one of our friends died of cancer. My stepdad died of cancer. I broke my leg and I had to rehab that for a year. I quit stuntable pilots because it was just too much. I felt bad about that. А еще впервые с 1999 года Linkin Park проводит целый год без концертов. Концерты для музыканта — это отдушина, это чистый кайф, это источник счастья, на это подсаживаются как на наркоту, и год без концертов — это год без ярких эмоций и впечатлений. Они не выступают, потому что пишут свой 7-й альбом, радикально отличающийся от всего, что было раньше. Если я спрошу вас, а что такое Linkin Park? Чем примечательна эта группа? Думаю, самый популярный ответ будет боль. Крик. Мы слушаем, как человек, которому мы верим, кричит о том, что ему больно. И осознание его боли облегчает нам собственную. И даже спустя 18 лет карьеры Честер все так же кричал, но его уже не слышали. Мы все оказались в плену стереотипа. Мы привыкли к тому, что крик Честера — это Numb, это Breaking the Habit, это In the End. Это песня, где он со слезами на глазах и комом в горле кричит на весь мир от переполняющей его боли и чувства несправедливости. Но жизнь менялась. Я понимаю, почему нам не было смысла ждать возвращения старых добрых Linkin Park. Это легенды, мы здесь смотрим на людей, а не на их красивые образы. Честер Беннингтон, завязавший наркоман и алкоголик. Это в принципе очень хрупкая грань, без постоянной подпитки и усилий воли ты рискуешь обратно скатиться в это состояние, и все твое естество кричит «нет, только не туда». Что происходило в жизни Честера, когда выходили 2 альбома того самого Linkin Park? Правильно, алкоголь, наркотики, конфликты, ссоры и непроглядная черная бездна, обступающая тебя со всех сторон. С точки зрения самовнушения и поддержания этого хрупкого баланса ему нужно было двигаться вперед. Ему нужно было убеждать себя и всех вокруг, что он выбрался, что ему хватает сил не только справляться с собственными демонами, но и вдохновлять людей вокруг себя, дарить им надежду. Вот что он поет на своем последнем 7-м альбоме One More Light. Кому есть дело, если погаснет еще один огонек? В небе, где миллионы звезд. Они мерцают, мерцают. Кому есть дело, если чье-то время подошло к концу? Ведь вся наша жизнь — это мгновение. Или даже меньше. Кому есть дело, если погаснет еще один огонек? Что ж, мне есть. Вы слышите эту мягкую попсовую аранжировку? Конечно, фанаты плевались от альбома, и критики плевались, и я плевался, что уж тут надо быть честным. Но под этим вылизанным звуком все еще остается человек, которому чертовски тяжело держать баланс и оставаться в стабильном состоянии. Он сам поет об этом в первых же строчках первой песни альбома, которая называется Nobody Can Save Me. Меня никто не может спасти. Я танцую со своими демонами, я на краю обрыва. Или еще более наглядно, в песне Heavy. Я свожу себя с ума, я держусь, но почему все так тяжело? Я держу гораздо больше, чем способен нести. Я продолжаю тащить все, что тянет меня вниз. Если бы я просто отпустил это, я стал бы свободен. Я держу. Почему все так тяжело? Это крик. Крик, который никто не услышал из-за формы, в которой он был подан. Но этот крик был не единственным. Честер кричал в своих последних интервью. Посмотрите вот этот фрагмент. Это было совсем незадолго до его смерти. My whole life gets thrown off. I don't say nice things to myself. Like, there's another Chester in there that's like, wants to take me down. If I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm horrible. I'm a mess. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. And I should not be in there alone. Он говорил о том, что ему нельзя оставаться одному
признавался, что ему необходимо бежать от себя год без концертов. Помните? Год, когда они писали альбом. Альбом личный, важный, персонально для Честера. И 18 мая 2017 года, буквально за день до выхода One More Light, происходит ужасная трагедия. Близкий друг Честера Беннингтона, фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл, покончил с собой. Повесился в ванной комнате отеля. Это была не просто смерть коллеги по цеху, они настолько близко дружили, что Честер был крестным отцом его детей. И последний удар, как бы громко это ни звучало, Честер Беннингтон получил в спину от своих фанатов. Честер был из тех артистов, кто искренне, не на показ и не для галочки ценил свою аудиторию, но она стала его отторгать. Толпа жестока. Одни и те же люди слэмились на концертах под In The End, а потом устраивали флешмоб и показывали средние пальцы, когда группа играла песни с нового альбома. С нового альбома, где Честер пытался раскрыть и показать свои слабости. Рассказать о том, что ему тяжело. Он пел об этом и видел средние пальцы. Кто-то из фанатов даже кинул в Честера бутылкой во время исполнения песни Heavy, чтобы показать свое недовольство новым альбомом. На чувства артиста толпе всегда было плевать. Ей хочется шоу, мяса, зрелища, причем так, как она привыкла, а не так, как ты, стоя на сцене, чувствуешь. Все разваливалось, как карточный домик. Эта каскадирующая череда ошибок сметала все и в итоге пришла к конечной точке. 19 июля 2017 года Честер оставил жену и 6 детей в Аризоне и уехал в свой новый дом в Лос-Анджелесе. Он сделал все, что ему нельзя было делать. Он остался один. Наступила ночь. Наступило 20 июля. День рождения его покойного друга Криса, который 2 месяца назад покончил с собой. Честер открыл бутылку алкоголя. Алкоголь всегда действует как увеличительное стекло. Если тебе хорошо, ты пьешь, тебе становится совсем хорошо. Если тебе плохо, ты пьешь, тебе становится совсем плохо. В 4 часа утра Честер Беннингтон покончил с собой. Не оставил ни записки, ни прощального письма, ничего. Спустя множество лет борьбы он сдался, повесился, так же, как и Крис Корнелл. Никто из нас не знает, что происходило с Честером в последние месяцы его жизни, но я могу утверждать, что все было очень плохо. Посмотрите вот на эту записку, которую 11-летний Тайлер Беннингтон написал своему отцу за 1,5 месяца до смерти. «Папа, удачи тебе на репетиции и во всем, что ты будешь сегодня делать. Люби жизнь, потому что это замок из стекла. Когда такое тебе пишет твой ребенок, это колокол». Но тогда никто не обратил на это внимания. Все ругали альбом, обсуждали закат ЛП, и было, мягко говоря, не до этого. Смерть Честера не трагическая случайность, это череда множества событий, каждый из которых его ломало. Да, он сдался. Любой человек, который шагает в петлю, бросая семью и детей, не прав. Но, думаю, теперь вы видите, что это не было громом среди ясного неба. Черные тучи сгущались над его головой много лет, и в итоге погас еще один огонек. Честер Беннингтон обладал уникальным даром. Он пел о своей боли так, что помогал людям облегчить собственное. Он учил не сдаваться, он помогал преодолевать. Я восхищаюсь честностью и порядочностью Майка Шиноды, второго вокалиста и лидера Linkin Park, который отменил все туры и не стал монетизировать смерть товарища. Который честно сказал, что, возможно, однажды группа вернется к работе с другим вокалистом, но только если все сложится само собой. Что он ни в коем случае не хочет чувствовать, что они пытаются заменить Честера. Это невозможно. Пустоту, оставленную Честером, могут заполнить только люди, которые выросли на его песнях. Как это происходило на концертах Майка Шиноды, где группа играла песни и вместо Честера хором пел весь зал. Словно каждый из этих людей хранит в себе часть души Честера Беннингтона. И словно это он поет их голосами. Никто из нас никогда не узнает, что было последней каплей, побудившей Честера шагнуть в петлю. Но абсолютно точно, одной из причин этого
было равнодушие и неготовность воспринимать перемены. Уже после смерти мужа Талинда Беннингтон выложила последнее предсмертное видео, сделав к нему чрезвычайно важную подпись: «У депрессии нет лица». На видео Честер смеется, играет со своими детьми и наспоро ест с ними конфеты. Это видео – напоминание о том, что человек, балансирующий на грани смерти, может выглядеть счастливым и жизнерадостным. Не стоит полагаться только на внешний вид. Разговаривайте со своими близкими. Будьте внимательными друг к другу. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, обратитесь за ней. В первую очередь к близким людям и к специалистам. И кричите, пока в легких остается воздух.